Привет, армия. Сегодня в воздухе словно пульсировало немного быстрее, воздух словно пронизывал тихое предвкушение, что-то едва уловимое, но неоспоримое. В международном аэропорту Инчхон, месте, где почти всегда кипит жизнь, шаги, катящиеся чемоданы, объявления о посадке и спешащие пассажиры, что-то ощущалось иначе. Пространство по-прежнему было оживленным, шумным и переполненным. И все же, под всем этим привычным шумом, ощущалось странное сосредоточение, направленное в одну сторону. Потому что иногда даже самые оживленные места в мире могут остановиться. И сегодня это произошло. Не ради концерта. Не ради церемонии награждения. Не ради громкого объявления. А ради возвращения. BTS наконец-то вернулись в Южную Корею вместе после завершения работы над фильмом K.A. Erring. Не было никакого драматического тизера, никаких неожиданных выступлений, никакой специальной пресс-конференции. На бумаге это было просто очередное прибытие в аэропорт. Но для миллионов людей по всему миру это стало чем-то гораздо большим. Потому что, как это случалось уже много раз, мир снова замер по одной единственной причине – Ким Тэ-хён. В сети начало распространяться короткое видео, всего несколько секунд. Простое, без монтажа, почти обычное. На нем участники BTS непринужденно шли вместе по аэропорту, неторопливо, в окружении персонала и камер. Никакого специального освещения, никаких кинематографических ракурсов, никакой драматической музыки. Просто реальность. И прямо там, посреди этого обычного момента, был Тэ-хён. Одетый просто, расслабленный, неторопливый, и все же каким-то образом невозможно было не заметить. На нем была красная кожаная куртка. Ничего кричащего, ничего чрезмерно вычурного. Но цвет сразу бросался в глаза, смелый, теплый, выделяющийся на фоне нейтральных тонов коридора аэропорта. И каким-то образом это идеально ему подходило. Не из-за бренда, не из-за роскошного стиля, не потому что это кричало о внимании, а из-за того, как он ее носил, спокойно, непринужденно, естественно, безошибочно Тэ-хён. Через несколько минут интернет отреагировал. Поисковые системы начали резко набирать популярность, ключевые слова стремительно поднимались в результатах поиска: аэропорт Тэ-хёна, красная кожаная куртка, BTS вернулись в Корею. Его имя заполонило списки трендов во многих странах. Корейские СМИ реагировали быстро, практически мгновенно публикуя статьи и скриншоты. Международные фанаты заполонили X, Instagram и TikTok. Видеоролики перепостили, фотографии увеличили, а замедленные версии появились в считанные минуты. Комментарии лились рекой. Многие стали называть это знакомым термином «эффект Тэ-хёна». Потому что это было не в первый раз, и все об этом знали. Интересно, что эта волна ажиотажа пришла вскоре после другого события, уже потрясшего социальные сети Лиссабона, Португалия. Всего несколько дней назад достаточно было одной фотографии. Простой снимок Тэ-хёна, спокойно сидящего в небольшом кафе. Никакой сцены, никакого выступления, никакого официального расписания. Просто кофе. Просто тихий уголок. И все же это одно изображение превратило обычную улицу в место мирового значения. Фанаты стали искать именно это кафе. Туристы приезжали просто для того, чтобы сесть там, где сидел он. Местные предприятия внезапно стали известны во всем мире. Все из-за одного тихого момента. И теперь казалось, что история повторяется, на этот раз в аэропорту. Снова никаких попыток создать вирусный эффект. Никаких искусственных поз суперзвезды. Никаких преувеличенных выражений лица. Просто Тэ-хён, остающийся самим собой. И каким-то образом эта искренность обладала большей силой, чем любая запланированная реклама. В видео он шел бок о бок с другими участниками BTS, подстраиваясь под их темп, время от времени вежливо склоняя голову перед персоналом и фанатами, слегка улыбаясь, корректируя шаги, чтобы не идти слишком быстро или слишком медленно. Не было никаких драматических жестов, никаких попыток выделиться, никаких попыток привлечь внимание. И, возможно, именно поэтому все на него смотрели.
Потому что, когда кто-то не пытается блистать, но при этом естественно сияет, люди это замечают. Красная кожаная куртка создавала поразительный контраст, смелый цвет, но в сочетании с таким мягким, уравновешенным поведением. Позже корейские развлекательные порталы описали его образ интересной фразой «случайно культовый». Незапланированный. Ненавязанный. Просто случившийся. Модные обозреватели начали обсуждать куртку уже через несколько часов, гадая о стиле, анализируя посадку, пытаясь определить бренд. Но многие в итоге сошлись во мнении, дело было вовсе не в куртке. Дело было в ауре. Потому что одежду можно скопировать, а присутствия нет. Больше всего внимания привлекала не мода, а его лицо, его выражение. Тэхён выглядел расслабленным, почти как человек, только что вернувшийся домой после долгого путешествия. Не было напряжения, не было усталости, только тихое тепло и мягкость в его глазах. Каждый раз, когда он смотрел на других участников BTS, на его лице появлялись естественные, маленькие, искренние улыбки. Ничего преувеличенного. Ничего постановочного. Просто настоящее. Для многих фанатов, наблюдавших за происходящим, этот момент казался странно интимным, словно они смотрели не на далекую мировую суперзвезду, а просто на человека, кого-то. Человек, кто-то теплый, кто-то настоящий. И, возможно, именно это сделало его таким сильным. Потому что в мире, полном фильтров, обработки и тщательно контролируемых образов, подлинность кажется редкостью. А редкие вещи сияют ярче. Само возвращение BTS также имело эмоциональный вес. Проект K.A. Ring был не просто очередным графиком. Он был описан как значимый и личный проект, который объединил культурную идентичность с собственными жизненными путями участников. Поэтому это возвращение домой ощущалось глубже, не только физически, но и эмоционально. Как закрытие одной главы и тихое вступление в другую. В этой задумчивой атмосфере присутствие Тэхёна ощущалось еще сильнее, не как центр внимания, а почти как эмоциональный якорь. Устойчивый. Заземленный. Утешительный. Международные СМИ быстро связали этот момент в аэропорту с лиссабонским феноменом. Статьи отмечали, что каждое его небольшое движение в последнее время, казалось, вызывало глобальный резонанс, не из-за масштабного маркетинга или агрессивной рекламы, а потому что люди чувствовали эмоциональную связь с ним. От маленького кафе в Лиссабоне до зала прибытия в Инчхоне повторялась одна и та же схема – честность через простоту. Корейские фанаты тепло встретили BTS не хаосом или оглушительным шумом, а мягким энтузиазмом. Многие говорили, что достаточно было просто увидеть Тэхёна, непринужденно идущего по улице. Комментарии на новостных порталах были полны, он не изменился. Его аура так успокаивает. Он кажется человеком. И это слово постоянно появлялось – «человек». Тем временем иностранные фанаты шутили о эмоциональном шоке. Всего несколько дней назад все говорили о Португалии. А теперь вдруг о Корее. Все из-за него. Многие смеялись и говорили, что Тэхён несет внимание всего мира так, будто оно следует за ним естественно, без усилий, без просьб. И, пожалуй, самое удивительное, Тэхён вообще ничего не сказал. Ни поста в Инстаграм. Ни подписи. Ни объяснения. Ни заявления. Просто молчание. Но это молчание не казалось пустым. Оно казалось значимым. Потому что в индустрии, полной постоянного шума, иногда тишина говорит громче слов. Он просто позволил моменту существовать естественно. Несколько наблюдателей за поп-культурой позже предположили нечто большее. Они сказали, что Тэхён может представлять собой новый тип влияния знаменитостей, не громкое, не агрессивное, не подавляющее, а устойчивое, последовательное, непринужденное и каким-то образом более мощное. Эффект был неоспорим. От онлайн-обсуждений до основных СМИ даже национальное телевидение осветило видеоролик из аэропорта, и все это из-за нескольких секунд ходьбы. В то же время видеть BTS снова вместе принесло утешение фанатам.
После многих отдельных мероприятий и сольных проектов их воссоединение казалось обнадеживающим, стабильным и знакомым. Тэхён, идущий внутри группы, не ведущий, не отстающий, казался символичным. Он сияет, но остается частью целого. Никогда не наверху. Никогда не порознь. Просто вместе. Сегодня Корея снова оказалась в центре внимания всего мира, но не из-за фейерверков или грандиозных сцен. Просто коридор аэропорта. Спокойные шаги. Красная кожаная куртка. Спокойная улыбка. И уверенное присутствие. Простой момент, и все же весь мир наблюдал. Возможно, в цифровую эпоху подлинность стала самой ценной валютой. Тэхёну не нужно говорить громко. Ему не нужно преувеличивать. Ему не нужно устраивать шоу. Просто будучи самим собой, он привлекает к себе людей. Для многих это видео стало не просто новостью. Это было напоминание о том, почему его так глубоко любят. Не только как участника BTS, не только как мировую икону, но и как человека, который приносит тепло в мир, движущийся слишком быстро. И сегодня в аэропорту Кореи мир снова замер, чтобы посмотреть, как он идет домой. Потому что иногда самые незабываемые моменты – это не самые громкие. Это тихие, честные, настоящие моменты. От маленького кафе в Португалии до коридоров Инчхона нить остается неизменной – искренность, простота, присутствие. Именно это делает Тэхёна не просто видимым, но и ощутимым. И, не прилагая особых усилий, ничего не меняя в себе, его обаяние продолжает расти естественно, мягко, неотразимо.